Приветствую вас всех, уважаемые садоводы и огородники моего канала, и сегодня я буду показывать вам, как я окучиваю капусту и когда я это делаю. Как видите, у меня здесь два сорта, вот это пониже, это Амагер, а дальше у меня там зимовка. Это позднеспелые сорта, я их выращиваю, естественно, для того, чтобы хранить зимой и делать из нее квашеную капусту. Здесь вдоль грядки у меня растут бархатцы, кстати, говорят, что они отпугивают вредителей капусты. Прежде чем приступить к окучиванию капусты дня за 3-4 до этого, необходимо нам оборвать все нижние листочки. В скором времени они все равно пожелтеют, и их необходимо удалить, чтобы их при окучивании мы не засыпали землей, и там они начали гнить. У садоводов-огородников очень часто возникает спор, когда окучивать капусту. Самое главное правило, запомните, окучивать капусту необходимо до завязывания кочанов, чтобы ножка у нас не сломалась и, естественно, она была, капуста, более устойчива. После того, как мы оборвали нижние листья, естественно, мы потревожили капусту, ее необходимо полить. Как видите, я сажаю свою капусту в траншеи, и вот такой вот полив очень удобный, берите на заметку. Кстати, очень много читал, что многие спрашивают, надо ли подкармливать капусту до окучивания или после окучивания. Не надо ничем подкармливать капусту до или после окучивания. Подкормку капусты делайте согласно своего графика. Прошло у меня ровно 4 дня, и сегодня я буду окучивать капусту. Но прежде чем я приступлю к окучиванию, необходимо взрыхлить грядку. Прям стараемся хорошенько взрыхлить, тем самым мы даем доступ к кислороду корням. Стараемся, естественно, это делать аккуратно, чтобы не повредить корни и не поломать листья капусты. После того, как я взрыхлил землю вокруг капусты, приступаю уже к окучиванию. Делаем это тоже аккуратно, чтобы не поломать листья капусты и, естественно, саму капусту, ствол. Вот так вот аккуратненько подбираем землю, то есть поднимаем землю к капусте, но стараемся, чтобы землей мы не присыпали нижние листья капусты. После того, как я подобрал землю с одной стороны капусты, я начинаю подбирать землю с другой стороны. То есть у нас теперь капуста с двух сторон держится устойчиво землей. И теперь даже при самом сильном ветре ее никак не сломает, а когда образуется качан, у нас ствол корня не погнется и не искривится. После того, как мы окучили капусту, необходимо хорошенько взрыхлить землю вот в том месте, где мы будем теперь поливать нашу капусту. То есть между капустами у нас будет производиться полив. Кстати, это очень хорошо корневой системе, она точно не загниет. Теперь опять же мы потревожили нашу капусту, ее необходимо, так сказать, задобрить и обильно полить. Ну и в принципе на этом окучивание капусты у меня завершено. Желаю вам всем больших хороших урожаев, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.